Приветствую всех на своем канале. Это второе видео в рамках проекта «Новогодний креатив». 4 декабря стартовал наш совместный проект, и в видеостартах девочки-участницы, блогеры показали пряжу, из которой они планируют связать свой новогодний креатив. Кто-то четко обозначил уже свою идею вязания, кто-то дал, так скажем, такое примерное обозначение того, что он будет вязать. Я вам тоже показывала свою пряжу. Это такая красивая пряжа благородного золотистого оттенка. Очень красивое мерцание у этой пряжи. Мне очень нравится цвет. Я очень довольна, что у меня так получилось, да, что вот эта пряжа у меня появилась. Я говорила в видео, что я буду эту пряжу миксовать с мериносом, пробовать. Хоть у нас на дворе и не до зима, но тем не менее мы вяжем новогодние изделия, и на носу холодная пора. Хочешь не хочешь, сейчас погода такая непредсказуемая. Сегодня плюс, а завтра может быть минус. А мы должны быть наготове. И я решила все-таки это изделие сделать так, чтобы оно все-таки было чтобы в нем было не холодно. Я взяла два вида мериноса, связала вот коротюсенький образец. Я образцы вяжу маленькие для того, чтобы мне понять инструмент, с которым я буду работать, и чтобы мне увидеть наглядно, как это будет выглядеть. Первую ниточку я добавила вот такой тоненький меринос. Это вспушенный меринос 2000 метров на 100 граммов от New Mill Valentina. Я очень люблю этот меринос. Но ниточка очень тонкая. Вот эта часть. Да, пушочек есть. Вот видно, пушочек есть. Но для меня... Мне показалось, что совсем это как бы тонковато. Я взяла другой мериносик. Да, вот здесь уже ниточка, видите, тоже такая пушистенькая, потолще. Это очень классный меринос. Сейчас я покажу эту пряжу. И здесь уже, да, вот видно такой пушок. Я постирала сразу же. Что мне понравилось? Во-первых, очень мягкое полотно. Приглушил меринос вискозу в плане тактильных ощущений, хотя эта вискоза и не грубая, но тем не менее вот эта мягкость мериноса, она вышла на первый план. По цвету не приглушает, наоборот, мне кажется, дополняет, и золотой блеск сохраняется. Вот у меня такая бобина шикарного мериноса, выбеленного бежевого цвета. Это меринос от Печи Филати гранита. 750 метров. Да, 750 метров на 100 грамм. Это 100% меринос экстра файн. Очень мягкий, приятный. И я решила, нет, достаточно, вполне мне хватит и даже останется. И я решила, что буду вязать именно вот в таком сочетании. Значит, по нашим условиям во втором видео мы должны показать 30-40% от своего старта или, да, 1/4, так скажем, да, до финала нашего проекта. Знаете, что самое интересное? Что на данный момент я даже не знаю, сколько это 30-40% от моего изделия, от моей задумки. Но ту часть, которую я связала, я считаю, что ее смело можно отнести как раз к разряду 40% моего изделия. Я отношусь к таким рукодельницам, которые в подобных совместных проектах не очень любят показывать вот эти промежуточные моменты. Но чтобы ни у кого не возникало вопросов, что мы вдруг достали эту вещь из шкафа, чтобы было реальное подтверждение того, что мы вяжем в режиме реального времени,
Поэтому мы должны показывать, да, свои промежуточные действия. Но пообщавшись с руководством этого проекта, я спросила, а могу ли я сейчас на данный момент показать это изделие не фасадом, да, не с лицевой стороны, а с внутренней стороны, с изнанки. Они разрешили. Поэтому я немножечко подержу пока интригу, потому что, как я говорила и в первом проекте, пока еще на данный момент, немножко у меня стала проясняться картина, но пока еще на данный момент, как я сказала, я вижу то, не знаю что. Почему я так говорю? Я решила поиграть, да, на формах изделия. И сейчас столько разных названий вязаным изделиям, я сама не знаю, как это будет обзываться, но я думаю, что именно ближе к финалу этого проекта, если мне вдруг не придется переобуться, я думаю, что как раз ближе к финалу картина будет ясна. Поэтому вы уж меня простите, но я покажу, да, именно это изделие с изнанки. Как вы понимаете, что по лицевой стороне я пустила узор. Вот посмотрите. Вот эта деталь. Вот эта деталь. Ой, какая шикарная. Вы посмотрите. Какая шикарная пелерина. Ну, просто прелесть. Согласитесь. И название такое красивое. Пелерина. Я считаю, что вот эта деталь, которая у меня сейчас на данный момент есть, эта деталь составляет, если не 40, то 30% точно от моего будущего изделия, от моей задумки моего будущего изделия. А как смотрится шикарно и с изнаночной стороны, согласитесь. Даже так. Сейчас, на данный момент, когда я отвязала вот такую часть, я с уверенностью могу сказать, что мне очень нравится и полотно. Я правильно сделала выбор с пряжей, потому что все присутствует, и блеск, и новогодний лоск будет, да, и это действительно изделие, да, будет все-таки не холодно в нем, это не для лета, то есть можно будет смело надеть. Я все-таки хочу, чтобы оно носило именно цель нарядности. Мне хочется, чтобы это было нарядное изделие. Потому что, как показала практика, несмотря на то, что вяжу я немало, но мне не хватает нарядных вязаных изделий. И эту проблему нужно решать. Так что со своей задачей я справляюсь пока на данный момент. И хочу сказать, что начала я именно 4 числа этот старт, потому что до этого я заканчивала свой другой проект. Все как положено. 4 числа я стартовала и вяжу это изделие. Вяжу размеренно, потому что у меня есть время, мне нужно продумывать эти все моменты. Но пока еще тут нечего продумывать, пока я вяжу. Но вот когда я подойду именно к 60-70%, вот здесь уже нужно будет, да, продумывать. Но вот пока на данный момент я отчитываюсь в проделанной работе. Со своей задачей на данный момент я справилась и отвязала необходимую часть изделия к 11 декабря. Все идет пока по плану. Ну что ж, я немножечко поинтриговала. Ну, как мне нравится. Вообще, как мне нравится. Слушайте, может, действительно подумать над вязанием какой-то такой интересной штучки, пелерины. И на платьишко можно надеть, накинуть. Что с нами делает креатив? Мысли так и шпарят, так и шпарят. Ну что, друзья, в следующем видео отчете
я надеюсь, что я покажу вам уже более, ну, как бы 30-40% точно есть, более продуктивную часть вязания. Может быть, приоткрою занавес и покажу узор, который я использую. Пока я просто не знаю, будет ли этот узор у меня использоваться во всем изделии, либо это будет только фасад изделия. В общем, поживем увидим. Самой очень интересно, захватывающе. Вяжется вот просто, знаете, как песни поется, как говорят. Благодарю всех вас за внимание. Но я с вами прощаюсь всего лишь на одну недельку в этом проекте. До новых встреч. Пока-пока.